Всем привет! Сегодня я хочу пошить фальш, огонь для своего фальш-камина. Вырезала я вот такие вот заготовки. Ну, это непосредственно сам огонь, а это вот дровишки, которые будут у нас здесь вот внизу. В общем, вот такая вот заготовка у меня получилась. Я нарисовала это просто от руки и вырезала. Дальше. Подготовила я уже основу. Вот такая вот у меня основа. Здесь у меня 3 слоя и прошита вот на такие крупные квадраты. Здесь получается не тканка, обычный тоненький ситец. Вот тут вот. И из кусочков я собрала вот такую вот блестящую черную ткань. Она немножко тянется, но ничего страшного. В общем, прошила я ее квадратами и прошила полностью по кругу, чтобы никуда ничего не отходило. И что я хочу сделать? То есть вот это сама вот непосредственно у меня вот такая вот заготовка, уже когда в готовом виде будет просто приклеиваться или там прикручиваться, еще не знаю, посмотрим, в мой фальш-камин. В общем, вот такие вот, примерно вот так вот я хочу сделать все это из ткани. В общем, как-то так. Подготовила я ткани. Вот эти вот ткани у меня пойдут для моих вот этих дровишек. Не знаю, может быть, что-то уберу или что-то добавлю, но пока вот так. Вот эти ткани непосредственно мне пойдут на сам огонь. То есть основная у нас будет, конечно же, красная. И вот эти вот другие ткани по цвету где-нибудь на отделку. И еще нам понадобится клеевая основа, но это вот флизелин, тоненький флизелин, потому что вот эти ткани, они у меня атлас, и он тянется в разные стороны. Это вообще подкладочная ткань, очень тоненькая, и она тянется и еще осыпается, поэтому я их проклею и уже буду вырезать. Итак, в первую очередь я из красной ткани вырежу вот такую вот заготовку. Вырезала я основную деталь. Далее прочертила здесь вот еще как бы, да, дополнительный такой вот огонь. И тоже его вырезала из другой ткани. И вот так вот у меня получилось. Красная основная и вот такая вот светло-коричневая. Все это я прометала нитками, чтобы оно никуда не сдвигалось. И вот здесь вот уже по краю попробовала прошить на строчке зигзаг на машинке, так как она у меня капризная машина, думала не возьмет. Ну вот здесь вот, да, вот видно вот так вот темненькое, что я вот все уже прошила. Вот здесь вот. Теперь я буду прошивать полностью по краю, все зигзагом. По второй детали также я пройдусь зигзагом. И для себя я еще расчертила вот здесь вот такие, знаете, как вот прожилочки, да, вот такие вот, как вот пламя идет. Я их тоже буду делать все на машинке зигзаг, но строчку сделаю уже поменьше, вот так вот. И посмотрим, что у меня получилось. Иду пока прошивать. Огонь мой готов, полностью я его прошила и обработала строчкой зигзаг. Вот так вот оно все получилось. Дальше я уже сделала и вот эти как бревнышки. Сюда я тоже приложила светлую ткань и тоже все зигзагом я вот так вот прошлась. Теперь здесь у меня есть вот из кусочков собрано, но ничего страшного. Я их буду вот сюда прикладывать. Вот так вот. И простой строчкой, уже не зигзагом, я их по кругу прошью. Потом я сделаю окантовку. Заднюю сторону я закрывать ничем не буду, так как ее все равно не будет видно. И можно будет уже его примерять. Иду прошивать. Ну все, у меня все готово. Вот такой вот у меня огонь
получился. Здесь я сделала окантовку по кругу. Сзади я его ничем не закрывала, так как это не будет видно. Вот так все выглядит с изнаночной стороны. Но меня интересовала только лицевая сторона. Теперь я пойду его прикреплю к камину и покажу вам уже готовый результат. Вот такой вот камин самодельный и такой вот огонь самодельный. Думаю, смотрится очень даже и неплохо. Мне нравится. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.